Когда люди переезжают на Мальту, в голове у некоторых присутствует очень простая картинка: солнце, море, ощущение вечного отпуска и жизнь без стресса. В Инстаграм, ТикТок и красивых видео на YouTube мы всегда видим бирюзовую воду, фестивали, фейерверки, счастливых людей с чашкой кофе у моря и ощущение, что жизнь тут примерно как отпуск, только почему-то без отеля и с коммуналкой. Кажется, что если это остров, если это Европа, и если сюда едут миллионы туристов, значит жить здесь легко и комфортно. Но реальность оказывается немного другой. И честно, совсем не такой, как в Инстаграме. В этом видео я ни в коем случае не буду хейтить Мальту. Я просто расскажу, какая она оказалась для нас на самом деле, со всеми плюсами и минусами. Очень часто Мальту представляют как что-то между Бали, Мальдивами и вечным летом. В голове рисуются пляжные домики, бунгало, вид на океан, закаты, вечеринки и жизнь как в отпуске. Но важно сразу понять: Мальта – это не Бали, не Филиппины и не Мальдивы. Здесь, к сожалению, не выдают бунгало при въезде и кокос в руки. Это крошечный остров в Европе, который иногда даже называют бетонными джунглями. И по-своему они правы. Мальта – это микс: древняя история, города, плотная застройка, море рядом. Но не та картинка, которую часто ждут люди, вдохновленные соцсетями. Также здесь постоянно что-то строят, круглый год, как будто город в вечной реконструкции. И еще много заброшенных зданий, некоторые просто стоят как памятники. То есть Мальта – это не только море и красота, но и вечные стройки. Реальность тут такая. Одно из самых больших ожиданий – это, конечно же, погода. Кажется, что если здесь почти нет зимы, значит проблем не будет вообще. И вот тут первый сюрприз. Да, на Мальте нет снега и морозов, но есть влажность, холод в квартирах и ощущение, что ты мерзнешь именно дома, а не на улице. Квартиры без отопления, стены холодные, появляются сырость и плесень, и к этому реально нужно быть готовым. Но, и это очень важно, все остальное время года Мальта раскрывается совершенно иначе. Весной здесь комфортно, тепло, зелено, приятно гулять, а летом море каждый день, фестивали, концерты, фейерверки и жизнь на улице до поздней ночи. Ну а осенью все еще тепло, но спокойнее и мягче. И вот этот контраст между зимним бытом и остальными сезонами – один из ключевых моментов жизни на Мальте. Когда люди думают о переезде на солнечный остров, в голове часто нет пункта «дорогое жилье», а потом человек приезжает и узнает,
что обычная квартира в юго-восточной части острова, например, может стоить 2500 евро в месяц, а вилла с бассейном недалеко от моря 5000 евро и выше. И это аренда. И в этот момент происходит классическое «воу-воу-воу, я этого не ожидал». Жилье на Мальте действительно дорогое, и при этом качество часто не соответствует цене. Старые дома, плохая шумоизоляция, сырость. И это, к сожалению, довольно типично. Здесь нужно время, чтобы понять, как искать жилье и на что реально обращать внимание, а не влюбляться в красивые фотографии. Туристу на Мальте очень удобно, а вот жителю не всегда. Курортная картинка существует, но за ней стоит и обычная жизнь со счетами, документами, очередями и бытовыми вопросами. Еще одно ожидание, что в Европе все быстро, четко и по правилам. Реальность Мальты другая. Здесь все делается медленно, иногда очень медленно. Документы, процессы, ответы, терпение становятся базовым навыком. Со временем понимаешь, ничего критичного, просто нужно перестроиться и перестать торопить Мальту. Многие думают, что остров – это закрытое общество. На самом деле Мальта очень интернациональная. Здесь почти все говорят по-английски. И люди в целом очень дружелюбные, открытые и приветливые. Но дружба здесь не мгновенная. Ты не становишься сразу своим, и это нормально. Мальта либо успокаивает, либо начинает давить. Все зависит от человека. Кому-то нравится компактность, море рядом и безопасность, а кому-то не хватает масштабов и ощущения движения. И это не про хорошо или плохо, это про выбор. И да, если тебе откликается тема Мальты, я собрала полный гайд, маршруты, транспорт, паромы, интересные локации, музеи, полный маршрут на 7 дней. Ссылка, как всегда, в описании. А вот и дополнительные плюсы. Безопасность. Мальта – одна из самых безопасных стран Европы. Солнце, которое реально влияет на настроение и светит более 300 дней в году. Море рядом. И более размеренная жизнь, если ты этого хочешь. Мне правда интересно, вы рассматриваете Мальту как место для жизни или просто для туризма? Напишите в комментариях, я почитаю и обязательно отвечу. Мальта – это не рай и не разочарование. Это страна с очень понятными плюсами и минусами. Если ехать сюда за картинкой, будет сложно. А если ехать с пониманием, зачем тебе именно Мальта, она может подойти идеально. На
На своем канале я честно рассказываю все о жизни на Мальте, без глянца и иллюзий. Если вам интересна жизнь и туризм на Мальте, подписывайтесь. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough